Я не знаю, что происходит с безопасностью в Rockstar Games, но в последнее время в сеть попадает очень много масштабных сливов. Трейлеры, геймплейные ролики GTA 6, часть исходного кода GTA 5, постоянные мелкие утечки об апдейтах для онлайна, а сейчас так и вообще слили информацию сразу о 5 играх: GTA 5, GTA 6, Bully 2, Midnight Club и Агент. Сегодня расскажу все, что было обнаружено в этих утечках, и отвечу на самый главный вопрос: правда ли, что благодаря новому сливу исходного кода GTA 5 мультиплееру на ПК придет конец из-за новых возможностей читеров? Обязательно досматривайте видео до конца, на экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос. Переходи в мою личную группу по прокачке, где быстро, безопасно и недорого мы забустим твоего персонажа, дабы ты ни в чем себе не отказывал. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг, все что угодно. Как на ПК, так и на консоли. Регулярные розыгрыши, акции и бонусы постоянным клиентам. Переходи по ссылке в описании и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Все началось в сентябре 2022 года. Малолетний хакер из группировки Lapsus, который, к слову, прямо сейчас признан невменяемым и бессрочно находится в охраняемой лечебнице, слил огромную порцию геймплейных роликов ранней версии GTA 6. Но помимо этого, в те же даты он поделился небольшой частью исходного кода GTA 5, сразу предупредив, что это далеко не все. Сейчас же, спустя более чем год, его, так скажем, коллега под ником Phil разместил ссылки на скачивание второй части исходного кода GTA 5 во множестве источников, включая сервера Discord, сайты в Даркнете и телеграм-канал. Итоговый размер слитого кода на данный момент — это одна папка в 2022 году на 1,5 гигабайта, вторая папка уже сейчас на 4,5 гига, третья папка на 3,5 гигабайта и еще всякая мелочевка. В итоге около 10 гигов фундаментально важной информации. Если вам кажется, что это очень мало, ибо сама игра весит около 120 гигабайт, то это не так. Самое тяжелое в файлах игры — это текстурки, аудиофайлы, какие-то катсцены и так далее. Здесь ничего этого нет. Чисто тексты и парочка скриншотов в шакальном качестве на 10 гигабайт. Это очень много. Слив реально гигантский. Во-первых, все внутренности игры теперь может рассмотреть каждый. То, на что разработчики тратили миллионы долларов при разработке, находится в открытом доступе. Во-вторых, конкуренты, другие студии без проблем могут взять и скопировать, как работают те или иные вещи в GTA и применить в разработке своих игр. Ну и в-третьих, самое главное на данный момент — это GTA Online. Что с ней вообще будет? Можно ли нормально играть на ПК? Вернемся к этому вопросу чуть позже. К сожалению, в этом ролике не могу показать вам ничего из слитой информации, ибо Take-Two не дремлют и спокойно могут кинуть страйк на видос, а возможно и того хуже, забанить вообще весь канал. Само собой, все есть в Телеграме, поэтому если интересно, переходите туда. Сейчас без скриншотов постараюсь рассказать вам все, что было найдено в утечке. Во-первых, это целых 8 сюжетных DLC для GTA 5 со следующими кодовыми названиями: Розыск, Норман, Отношения, Предприятие, Пролог, Убийство, Агент Тревор и Liberty City. Большинство из этих апдейтов были переработаны в дополнение для GTA Online. Например, Агент Тревор — это DLC Судный день, а Предприятие — обновление Новые приключения бандитов и мошенников. Кстати, какой-то из апдейтов точно был связан с зомби. В нем играбельными персонажами были Майкл, Джимми и Трейси. Это черным по белому написано в коде игры. Короче, очень печально, что Rockstar решили отказаться от сюжетных DLC в пользу онлайна, для которого, кстати, тоже готовилось много чего интересного. Набор армейской техники, продолжение ограблений, разведка и наблюдение, система профессий, промоутер, система взаимоотношений с NPC, спортивные ивенты, тематическое преображение карты летом и сюжетная арка номер 1. Что-то по итогу было добавлено в игру, как, например, армейская техника и новые ограбления, а что-то нет. Как минимум, это спортивные ивенты и преображение карты летом.
коде были обнаружены две вырезанные концовки. В одной из них Майкл умирает, свалившись с высоты на лопасти полицейского вертолета, а во второй на Тревора выливается жидкий азот из цистерны, после чего его замороженное тело разбивает Майкл при помощи какой-то деревянной штуки, похожей на биту. Звучит как какие-то фаталити в Mortal Kombat, очень жестоко. Видимо, именно по этой причине от этих концовок решили отказаться. В утечке есть еще много всего интересного. Тонна упоминаний и скриншотов Bully 2, Агента и Midnight Club 5, игр, которые скорее всего уже никогда не выйдут, а также немного информации о GTA 6. Кодовое название игры Америкас. Мы с вами это знали еще года 3 назад. Кроме этого, были обнаружены строчки, намекающие, что в игре будет секс, но выглядят они как-то странновато. На настоящий код игры строчки не очень-то и похожи, выглядят просто как прикол от разработчиков. Пока монтировал этот видос, слили еще одну папку весом в 10 гигабайт. Там нет никакого кода игры, в основном это всякие графические материалы в формате PSD, всякие картинки, скриншоты, пререндеры и так далее. Все будет в телеграм-канале, здесь, к сожалению, ничего показать не могу. Ну и самое главное, что там с GTA Online. Недалекие ребята, что с нашего ютуба, что с западного, снимают ролики, громко заявляя, что в мультиплеер нельзя заходить. Это опасно. У читеров благодаря слитому коду появились новые эксплойты. Вас всех поперебанят. Честно, смешно. Этим клоунам тупо лень разобраться, что происходит на самом деле. Они вешают лапшу на уши доверчивым зрителям, а потом эти зрители переходят в паблики и телеграм-каналы и спамят эту дичь в комментариях, придавая фейковой информации еще больше внимания. На самом деле все совсем не так. Код был украден в сентябре 2022 года. Rockstar Games знали, какой объем информации попал в руки хакеров. Не больше и не меньше. Знали точный размер украденных данных. Соответственно, еще с тех времен все возможные пути для новых чит-эксплойтов Rockstar заранее начали прикрывать. А уж в январе 2023 года-то тем более. Помните те времена, когда в GTA Online на ПК по-настоящему было запрещено заходить? Около 2 недель мы ждали патча от Rockstar, который фиксил все новые возможности читеров. Баны, обнуление персонажей, изменение статистики и так далее. Думаю, именно тем патчем все, что было возможно благодаря слитому коду, было на 100% пофикшено. Короче, к чему я веду? На консолях никаких проблем как не было, так и не будет. Можете спокойно играть и не париться. На ПК все, что можно было сделать читерам благодаря слитому коду, Rockstar заранее прикрыли, потому что точно знали, какой объем информации был украден. Я не говорю, что играть на ПК безопасно. ПК — это самая небезопасная платформа. Читеры никуда не делись. Речь о том, что никаких новых возможностей у них не появилось. Все осталось по-старому, как и было до слива этого кода. Поэтому не слушайте ютуберов, заявляющих вам обратное. Это просто дешевый способ привлечь внимание к своим каналам. Надеюсь, это последний факап Rockstar. Думаю, никаких комментариев по поводу слива они давать не будут. Ну а зачем? С GTA Online все в порядке, разработка GTA 6 идет полным ходом. Что им комментировать? Что они отменили 8 сюжетных DLC, чтобы заработать тонну бабла с онлайна? Ну, это бред. Словить массовый минус реп они уж точно не хотят, поэтому более чем уверен, просто промолчат. Большое спасибо за просмотр этого ролика. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Ну а прямо сейчас на экране появятся 2 видоса, выбирай, что нравится больше, и приятного просмотра. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.